Пусть мое сознание, которое подобно шмелю, be merged again and again in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. вновь и вновь будет погружаться, припадать к лотосным стопам Верховной Личности Бога, Was appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu который явился как Шри Чайтанья Махапрабху, to preach the ancient science of devotional service, чтобы проповедовать древнюю науку преданного служения, which is lost due to the influence of time. которая была утрачена под влиянием времени. So presently we're living in a very materialistic age. Сейчас мы живем в очень материалистический век. And day by day people are becoming more materialistic. И с каждым днем люди становятся все больше и больше материалистичными. Materialistic means they surround themselves with material objects. Материалистично я имею в виду, что они окружают себя материальными объектами. The difference between material life and spiritual life, we give a very simple definition. Можно дать очень простое определение разницы между материальной жизнью и духовной. Is that when you use a material object for your sense gratification or for anything other than God consciousness, we call it material. Мы называем материальной жизнью это то, что когда мы используем материальные объекты для своего чувственного наслаждения, чего-то, и не используем это для служения Богу. But when you use that same apparent material object in the service of God, then we call it spiritual. Но если мы используем тот же самый, кажущийся нам материальный объект в служении Богу, то мы называем это духовным. So this microphone, when it is used to amplify glorification of God, we say it is spiritual. И когда этот микрофон используют для того, чтобы усилить прославление Бога, мы считаем, что в этот момент он является духовным. Although, of course, it is still made of material, plastic and metal. Хотя, конечно же, он также остается сделанным из пластика, металла, материальных элементов. But if a pop singer, Michael Jackson, uses this to sing some song, and it is material. А если Майкл Джексон или другой какой-то певец использует ее для пения своих песен, тогда это вещь материальная. So that's the same with your house, your wife, husband, your car. You can use it. You can place God within the center of your family and life, or you can forget God. То же самое можно сказать о нашем доме, о муже, о жене и всем, что у нас есть, о нашей машине. Если мы ставим Бога в центр, то тогда все это может быть духовным или же наоборот. In this society we are living, people are forgetting God. И в этом обществе, в котором мы живем, люди забывают о Боге. Simply they're interested in enjoying their senses. Их интересует только то, как наслаждать свои чувства. This we call materialism. И это мы называем материализмом. Materialism leads to frustration. Материализм ведет к разочарованию. It doesn't lead to peace of mind. Он не приводит к спокойствию ума. Materialists are not peaceful people. Материалисты не являются людьми со спокойным умом. Basic principle of materialism is to always want more and more. Общий принцип материализма это то, что люди всегда хотят еще и еще больше. What are you taught at school and university? Чему вас учили в школе или университете? That you have to get on in life. Что вам нужно добиться чего-то в жизни. You have to progress. Вам нужно прогрессировать. What is the definition of progressing in life according to materialism? И каково определение прогресса в жизни в соответствии с материализмом? Money. Деньги. Да. Having bank accounts. Наличие счета в банке. Having 1, 2, 3 apartments. И иметь 1, 2, 3 квартиры. Having 1, 2, 3 cars. Иметь 1, 2, 3 машины. Children. Детей. Going on holiday to Mauritius. Ездить в отпуск на Маврикию. Or Las Vegas. Или в Лас-Вегас. New York. Или Нью-Йорк. Wearing a suit that costs 100,000 grievance. Носить костюм, который стоит 100 000 гривен. There are suits
Armani suits that cost 100,000 rupees. Есть такие костюмы Армани, которые стоят 100 тысяч гривен. Having very beautiful film star wife. Иметь очень красивую, замечательную жену, похожую на кинозвезду. Having very handsome Hollywood husband. Или иметь красивого, похожего на кинозвезду мужа. Like Brad Pitt. Как Брэд Питт. Who you will divorce after 6 months. С которым вы разойдетесь через 6 месяцев. So we're living in a materialistic culture. Мы живем в такой материалистичной культуре. And there really is no God consciousness. И в ней нет сознания Бога. From birth, we are taught to engage in sinful activities. С рождения нас учили тому, как заниматься греховной деятельностью. This describes sinful activity means taking of drugs. В греховную деятельность входит употребление наркотиков. It means the taking of blood. Также туда входит употребление, принятие в пищу крови. It means avoiding abortions. Означает Avoiding abortion. Избегать абортов. It means not gambling. Наши принципы такие, что мы не принимаем это и также не участвуем в азартных играх. And it means no illicit sex. Означает нет незаконному сексу. But the children are brought up to do these things. Но дети были воспитаны таким образом, чтобы заниматься всеми этими вещами. And honestly speaking, if you don't do these things, people pick on you and say there's something wrong with you. Если вы не делаете этих вещей, то люди будут на вас пальцем показывать и говорят, что сами что-то не в порядке. Isn't it? Так же. If you're a vegetarian, Если вы вегетарианец, if you don't drink vodka, если вы не пьете водку, you know, something's wrong with you. что-то с вами не в порядке. You're not always smoking a cigarette. Вы не курите постоянно сигареты. When I drive in the streets, I see how many Ukrainians, women as well, that was smoking. Я езжу и смотрю по улицам, сколько много людей, мужчин, женщин также курят. Not quite so much in Europe and America. В Америке и Европе не так много можно увидеть But это. it's still like a fad here in Ukraine. Но здесь, на Украине, это еще сохраняется. So we're taught to do these things from when we're young. И нас обучали всем этим вещам с детства, с молодости. My parents live in England. Мои родители живут в Англии. They never once encouraged me to go to church. Ни разу они не поощряли меня ходить в церковь. They wouldn't stop me, Конечно, они меня не but they останавливали, never told me to. но никогда не говорили. So I never went to church. И я никогда не ходил в церковь. Except once they had a choir singing at church. A choir is the group of young boys who sing at church. Однажды в церкви пел молодые мальчики, они пели в церковном хоре. And I heard they were paying the boys to sing. Я услышал о том, что им платят за то, чтобы они пели. So I thought, oh, I'll go make some money. Я подумал, надо пойти заработать денег. I went to join the choir to make some money. И я присоединился к этому церковному хору, чтобы заработать денег. But it didn't work. Но ничего из этого не вышло. I remember I was staying with my parents last year in Oxford in England. Помню, я в прошлом году был у своих родителей в Англии, в Оксфорде. And my mother introduced me to the local pastor. И мама меня познакомила с местным пастором. She doesn't go to church, Она не ходит в церковь. but there's a big church just down the road. Но там недалеко, вдоль дороги, стоит большая церковь. And my mother said, oh, he's a happy man, И мама моя сказала, вот такой счастливый человек, but he likes his brandy. но ему нравится его бренди. Yeah, brandy's like vodka. Бренди это такое, это как водка. Religious, Религиозен, he likes his brandy. но ему нравится бренди. So, you know, religion is practically dead. И религия практически мертва.
And then sometimes, all right, you have some churches. Ну, конечно, иногда встречаются церкви. Like here in Ukraine, you have what, Ukrainian Orthodox Church, На Украине здесь украинская православная церковь. Catholic. Есть также католики. And then you have the mosque. Есть мечеть. Not here in Ukraine, but Muslim countries. Может быть, не здесь, на Украине, но в мусульманских странах. You have Hindu temples. Есть храмы хинду. So people accept some idea of God. Люди, они признают какую-то идею Бога. And they go on Sunday, they go on Friday to the place of worship. И они в воскресенье или же в пятницу идут в церковь, чтобы там совершить какое-то поклонение. But they're not interested in serving God. Но их не интересует служение Богу. They want to make God the order supplier. Они хотят, чтобы Бог исполнял их желания. And they pray to God, please give me И они молятся Богу, пожалуйста, дай мне a good job. хорошую работу. Please give me a good wife Дай мне хорошую жену, who does not have a mother-in-law. у которой не будет тещи. Please give me a very rich husband Дай мне очень богатого мужа, who has a Mercedes. у которого есть Мерседес. Please give me 2 children, Дай мне двоих детей, 3 children. 3 детей. Please, my dear God, Пожалуйста, мой дорогой Боженька, let Ukraine win the World Cup football match. пусть Украина выиграет в футболе, в чемпионате мира по футболу. I pray. Я молюсь. Then someone else will say, someone from Brazil will pray. А кто-то из Бразилии молится. Please let my football team Brazil win the Пусть World Cup. Бразилия выиграет And чемпионат. then someone from England will pray, please let my football team England win. А кто-то в Англии молится. Пусть моя команда выиграет, Англия выиграет. So what does the God do? И что делает Бог? He gets all confused. У него все это смешивается, он не знает, что делать. So the idea is that God is the order supplier. Их понимание, то, что Бог это тот, кто исполняет наши желания. Isn't it? Give me, give me, give me. Дай мне, дай. But really, we should be serving the Lord, Но на самом деле мы должны служить Богу. not expecting anything back. И не ожидая, что Он будет нам за это что-то давать. I mean, He is already providing water. Он и так уже дает нам воду. We can't live without water for a few hours. Мы не сможем прожить без воды даже несколько часов. He's already providing the air. Он дает нам воздух. Every second you need air. Нам нужен воздух каждую секунду. The sun, you need the warmth. Нам нужно тепло. Он дает нам солнце. It is by the arrangement of God your heart is beating. Лишь по устройству Бога бьется наше сердце. You know, the average human being's heart, it beats about 70 times a minute. Сердце среднего обычного человека бьется где-то 70 ударов в минуту. Делает 70 ударов в минуту. That's about 4,000 times an hour. Это где-то 4000 раз в час. That's about 100,000 times a day. И 100 000 раз в день. Now, what is making the heart beat? Но что заставляет сердце биться? It is like a pump. Как насос. In your car, you have pneumatic pump. В машине есть пневматическая, есть такая насос пневматический. In the swimming pool, you have a water pump. В бассейне есть водяной насос. So what is making this thing beat? Что же заставляет сердце биться? And it beats every day 100,000 times. И каждый день оно делает 100 000 ударов. 7 days a week. 7 дней в неделю. No, Да? it doesn't take a break for one day. Перерывов не берет на день. Да? 52 weeks a year, 52 недели в году. 70 or 80 years. 70 или 80 лет. So what is making it beat? Что заставляет его биться? Благодаря чему оно бьется? If you have a water pump, there is electricity. Если у вас водяной насос, то он питается от электричества. If you have a pneumatic pump, there is air being produced. Если пневматический насос, то там Air goes to. то она питается с помощью воздуха. So what's making this thing
beat here. Что заставляет вот это вот внутри нас биться? And it beats on time. И бьется оно так постоянно в нужное время. It doesn't miss one beat. Не пропускается один удар, не делается паузы. If you miss even a few beats, what happens? Если даже несколько ударов не будет, то что тогда? That's called a stroke. Называется удар сердечный. That means a heart attack. Это сердечный приступ. And if it's for too long, you become paralyzed. А если сердце останавливается на более длительный период, то может быть паралич. The pump pumps the blood into the head. And if the head goes without blood for too long, like 30 seconds or 1 minute, you become paralyzed. И сердце, этот насос, он поставляет кровь в мозг. И если мозг остается без крови какое-то время, может быть 30 секунд или чуть больше, минуту, то наступает паралич. So it's inconceivable how this heart is beating. Непостижимо, как бьется сердце. What is a chincha? A chincha means inconceivable. Ачинтия означает непостижимо. It is by the arrangement of God. Все это происходит по устройству Бога. So God is already providing. Бог уже дает нам все, и так. He's providing so much for us. Он дает нам столько много всего. And the sincere devotee realizes that. Искренний преданный понимает это. The less intelligent, they make God the order supplier. А менее разумные люди пытаются сделать из Бога исполнительное желание. And they demand so many things from God. Они требуют от Бога много всяких разных вещей. Like in the Lord's Prayer, I used to say at school. Обычно вот в молитве «Отче наш», я в школе повторял это. Hallowed be thy name. О Господь, да славится имя Твое. Give us our daily bread. Пошли нам хлеб наш насущный. That's in English. So we're praying for bread. Итак, в этой молитве мы молимся о том, что Господь дал нам хлеб. We're praying for food. Мы молим Его о еде. But the Lord provides food to the animals. Но Господь снабжает едой всех животных. They don't worship Him. Они Ему не поклоняются. He provides food to the atheists. Он дает пищу атеистам. Previously, during communism time, people were more atheistic. Во времена коммунизма люди не были более атеистичны. But they were getting their food. Но они получали пищу, свою пищу. So, you'll find amongst Christians and Muslims, they're making God the order supplier. Можно видеть среди христиан, мусульман, что люди пытаются сделать из Бога исполнителя своих желаний. This is not pure devotional service. Это не чистое преданное служение. Pure devotional service is where you please God and where you simply have the objective of pleasing God. Чистое преданное служение – это такое служение, когда мы пытаемся удовлетворить Господа. Yeah. So 500 years ago, Krishna appeared as Lord Chaitanya. 500 лет назад Кришна явился как Господь Чайтанья. To teach the easiest method to become God realized in this materialistic age. Чтобы научить самому простому способу того, как осознать Бога в этот материалистический век. Instead of worshipping God in God, they're worshipping dog, собак. Сейчас люди вместо того, чтобы поклоняться Богу, они поклоняются, игра слов «год», это английский бог, а наоборот, если прочитать, то это будет дог или собака. То есть люди поклоняются собакам. Prabhupada would say, God, God. Прабхупада говорил, God это бог, And they're worshipping DOG, dog. а люди поклоняются God, собака. It's opposite. То есть наоборот. And I just read an article in The Economist. Я недавно прочитал одну статью в «Экономисте», which is a very, it's like a sophisticated worldwide magazine. Такой довольно распространенный мировой журнал. And it explains how one businessman in New York, Там объясняется, как один бизнесмен в Нью-Йорке he started a company called Pet Chauffeurs. Начал одну компанию, которая называлась Pet means little animal. Chauffeur is like a driver. Компании по перевозке каких-то домашних животных.
So he drives dogs. И он возил собак. You know, when the owners, rich people, they're working. Когда, например, хозяева собак, богатые люди, они работают, He picks the dog up, он берет собаку, and in his car he has seat belts у него в машине есть пояс for the dogs. безопасности для собак. And he takes them to a park. Он везет их в парк. And on birthday, this company make birthday cake for the dog. На день рождения собаки эта компания делает торт для собаки. And День рождения. they take the dog to a swimming pool where the dog can swim. Когда собака может плавать, они ее возят в бассейн. And this man has 10,000 clients. И у этого человека 10 тысяч клиентов. And he charges more money to drive the dog around than a human being. И он денег берет больше за то, чтобы собаку возить, чем если бы он возил людей. So we're worshipping the dog, И, по сути дела, люди поклоняются собакам, not God. не Богу. Sometimes people die, and in their will they leave money to their dog or their cat. Были случаи, когда люди умирали и в завещании оставляли свои богатства, свое состояние собаке или кошке. In England, they have a law В Англии есть закон, that when your dog passes stool, что если ваша собака испражняется, you have to pick it up. вы должны это поднять. You can't leave it on the road. Нельзя это оставить на дороге или на земле. And they give you a plastic glove. Они вам дают пластиковую перчатку, You pick it up, чтобы вы это подняли, and you look at it, посмотрели на это, and you smell it, понюхали and you put it in the rubbish. и положили это в мусорную корзину. And you get fined 10 pounds. И если не сделаете, то будет штраф 10 фунтов, About 100 гривен. где-то 100 гривен, If you don't do that. если вы этого не сделаете. This is in England. Это в Англии так. I was shocked when I saw that. Когда я это увидел, я был в шоке, шокирован. So we're forgetting God, Мы забываем о Боге. and instead we're taking shelter of materialistic things. Вместо Него мы принимаем прибежище материальных вещей. And people are not happy. И люди от этого несчастливы. The most advanced materialistic culture in the world is America. Наиболее продвинутая с материальной точки зрения культура в Америке. But they have the highest rate, the highest stress problems. Но у них больше всего проблема стресса. And people are taking lots of drugs now. Сейчас там люди употребляют очень много лекарств, таких наркотиков. But not cannabis, but more, that also, but prescription drugs. Но не только коноплю или что-то такое, конечно, они это тоже употребляют, но также имеется в виду наркотики в форме лекарств. Yeah, because of the stress. Из-за стресса. Yeah. So, materialistic culture looks comfortable and nice. Материальная культура выглядит такой удобной, хорошей, красивой. But I give you the example, it's like a comfortable seat. Но я хочу привести пример, например, такого удобного сидения. Like this seat looks comfortable. Допустим, вот это сиденье выглядит удобным. But what if there's a pin? Но что если там торчит иголка, And I sit on the pin? и я сажусь на эту иголку? It's not comfortable. Не очень уже удобно, да? So there's a pinprick in this materialistic society. И вот в материальном обществе есть такие иголки, торчат повсюду. And because of that pinprick, people are agitated. Из-за того, что люди колятся в эти иголки, они постоянно пребывают в возбуждении. Therefore they kill each other. И они убивают друг друга. Murder is on the increase. Murder is on the increase. Увеличивается убийство. They rape each other. Они грабят, насилуют друг друга. They molest young children. Они развращают маленьких детей. Countries create war. Страна объявляет войну. America invaded Iraq. Америка вторглась в Ирак. In Africa, 4 million people have died in the last 10 years due to fighting. В Африке за последние годы погибло 4 million. 4 миллиона людей погибло от войн. This is Congo and Rwanda. В Конго, в Индии. So many problems.
И есть так много проблем. And then if you're sinful, there'll be natural disasters. Если люди греховные, то, естественно, будут природные катаклизмы. Now, the year 205 had more natural disasters than for the last 100 years. За 2005 год было столько природных катаклизмов, катастроф, как за 100 лет до этого. Earthquakes. Землетрясения. Like the one in Pakistan, 200,000 people died. В Пакистане было землетрясение, 200 тысяч человек погибло. And the tidal wave in Indonesia. В Индонезии было цунами. And then there's Hurricane Katrina in America. Ураган Катрина в Америке был. These are natural disasters. Все это природные катастрофы. And this is due to sinful activity. Это происходит из-за греховной деятельности. When human beings are sinful, they have to suffer. Если люди греховны, то они будут страдать. In the last 100 years, the hottest 20 years have all been since 1985. За последние, In the last recorded, for the last 100 years, they've been recording the temperature. Начали записывать температуру, которая на Земле, последние 100 лет. И за эти 100 лет, 20 лет самые жаркие после The 20 hottest years have been since 1985. С 1985 года. Вот эти 20 лет последние самые жаркие. And hot weather, people die. И люди умирают от жаркой погоды. In France, in the year 2003, there was a heat wave. 30,000 extra people died. В 2003 году во Франции была очень сильная жара, и 30 тысяч человек погибло от этого. And then you get very cold winters. Также начинаются зимы становятся очень холодными. I think Ukraine winter was cold last. Последняя зима на Украине была холодная, да? So they say, well, this is due to the thermal effect, the greenhouse effect, they call it. Ученые это объясняют, что это эффект потепления. But there's two reasons why anything happens. Но есть две причины, почему что-либо происходит. The immediate reason and the remote reason. Непосредственная причина и косвенная. Like this cloth. The immediate reason for this cloth is a weaver. Допустим, вот эта ткань. Непосредственной такой причиной, которая кажется, это weavers who made тот ткач, который ее сделал, соткал. And the remote reason is the cloth, is the thread. А такая отдаленная причина этой ткани это сама нить. Yeah. This a clay pot. The immediate reason for a clay pot is the potter. Допустим, глиняный горшок. Непосредственная причина появления этого горшка это горшечник. And the remote reason is the clay. А отдаленная причина это сама глина. So you could say earthquakes, famine, disease, war. It's all due to human beings. И можно сказать, что все эти землетрясения, наводнения, засухи, голод, все это из-за людей происходит. Like, the Iraqi war, you could say that was due to Saddam Hussein in America. Например, война в Ираке, можно сказать, произошла из-за Саддама Хусейна и Америки. Or you could say the tidal wave was due to the greenhouse effect. Или цунами было из-за эффекта глобального потепления. But the real reason is God. Но настоящая причина это Господь. And why is the Lord doing this? И почему Господь делает это? Because human beings are sinful. Потому что люди греховны. Killing animals, они убивают животных, abortions, совершают аборты. And they get reaction for this. И за это они получают реакции. They have to suffer. Они должны страдать. Disease. Болезни. You know, in South Africa, in 1983, в Южной Африке в 1983 году on the front page of the newspaper, на передней странице газеты 2 people died from AIDS. Была статья «Двое человек умерли от СПИДа». It was on the front page. Это была шумиха, передовица об этом писала. And some of the doctors said
AIDS could spread. You have to be careful. И было заключение врачей, что СПИД может у нас в нашей стране распространиться, поэтому мы должны быть осторожны. Do you know now how many people, 206, the year 206, how many people died from AIDS in South Africa? Хотите знать, сколько сейчас, в 2006 году, людей умирают от СПИДа в Южной Африке? Every day. Каждый день. Do you know how many? Знаете, сколько? You'll be shocked. Вы будете шокированы. 900. 900. Every single day. Каждый день. Die from AIDS. Умирают от СПИДа. It's spread like anything. Он распространяется очень быстро. So why is this? Почему это? Reaction. Это реакция. And these diseases will spread to other parts of the world also. И эти болезни, они также распространяются в другие части мира. Now there's a new disease called avian flu. Сейчас новая болезнь, это птичий грипп. Now AIDS takes a few years to kill you. Если вы болеете СПИДом, то нужно несколько лет, чтобы вы умерли. Avian flu can kill you in 1 week. А этот птичий грипп может убить вас за 1 неделю. We might think, we'll be able to cure it. Мы можем думать, ну ничего, я смогу вылечиться. They cannot cure AIDS. На самом деле вылечить СПИД никто не может. They give you, it's called antiretroviral drugs. It can slow it down a bit. Вам дают лекарство, противодействующее СПИДу, и оно замедляет его. But they can't cure it. Но его не могут излечить. The drugs are terrible. А сами лекарства, они очень жуткие, They страшные. have terrible side effects. У них очень страшные последствия, побочные эффекты. So you get these diseases. Поэтому есть эти болезни. You know, in 1918, there was an epidemic of flu. В 1918 году была эпидемия гриппа. They called it killer flu. Этот грипп назвали грипп-убийца. 1918. В 1918 году 20 million people died. погибло 20 миллионов человек. So these diseases, war, natural disasters will increase. И вот эти болезни, войны и природные катастрофы, катаклизмы будут усиливаться, увеличиваться. Famine, Голод, tidal waves, цунами, earthquakes. землетрясения. Yeah. And then just ordinary stress. И обычные такие стрессы. Just like you think back 10 years ago, Вот вспомните, как оно было 10 лет назад. 1996. В 1996 году. Was life more peaceful for you? Была ли жизнь более спокойной для вас? I think so. Я думаю, наверное, так было. Now is more stressful. Сейчас она причиняет больше стресса. Any moment you have the cell phone. У вас есть мобильный телефон, и каждое мгновение Rings. Вам звонят. Проблема. You turn on the news. Вы включаете новости. And they bombard you with disaster. И вас бомбардируют различными катастрофами. You get CNN in Ukraine? Есть канал CNN на Украине. It's news network. Сеть таких новостей. And you're sitting in Lugansk in your flat. И вы сидите в Луганске, в квартире у себя. And you hear about problem in Argentina. И слушайте о проблемах в Аргентине. Problem the other side of the world in Indonesia. A bomb goes off. В Индонезии, на другой стороне мира взорвалась бомба. You can't do anything. Вы ничего не можете с этим сделать. And you hear about it, it disturbs you. Но вы слышите об этом, и это вас начинает беспокоить. And in the last couple of years, we've had a new type of sinful reaction. И в последние годы появился новый тип греховной реакции. Terrorism. Терроризм. Isn't it? Да? Planting bombs. Когда люди закладывают бомбы. So, material life is not very attractive. Материальная жизнь не очень привлекательна. And the option is spiritual life. Однако у нас есть выбор духовной жизни. And this is what we are teaching. Это то, чему мы учим. And intelligent people will accept. И разумный человек примет духовную жизнь. But only intelligent people. Но только разумные люди это смогут сделать. Krishna Bhanam Tushi Krishna Sango Bangasta Pashino Jagne Saki Tampraya Yajantihi
Samudasa. Samudasa means intelligent. Сумедасах означает разумный. So intelligent people take to the chanting of Hare Krishna. Разумные люди начнут повторять Харе Кришну. Bhaktivinoda Thakur has written, only very fortunate people chant Hare Krishna. Бхактивинода Тхакур пишет, что Харе Кришна повторяют лишь только очень удачливые люди. And this Bhagavad philosophy is the highest. И философия, изложенная в Бхагаватам, является наивысшей. But it's only for the very, very intelligent. Но она доступна только очень разумным людям. I'm not talking about PhD. Я не говорю о тех, у кого кандидатские и докторские степени. That's academia. Это академия. No. I'm talking about real intelligence. Я говорю о настоящем истинном разуме. Where you understand life is temporary. Когда вы понимаете, что жизнь временна. Where you begin to think what happens when you die. Когда вы начинаете думать о том, что произойдет после того, как вы умрете. You begin to ask yourself. И вы спрашиваете себя. Is there a next life? Есть ли вообще следующая жизнь? You know, these are intelligent questions. И все это разумные вопросы. So I think all of you are chanting. Я так понимаю, что все вы повторяете Святое Имя. And all of you are reading Bhagavad Gita and the books. Все вы читаете Бхагавад-гиту и другие книги. This is very good. You must continue. И это очень хорошо, вам нужно продолжать. And you simply have to learn the art of balancing. Вам нужно научиться искусству равновесия. Balance, what does that mean? Что означает равновесие? It means if you live in a material world, you have to make money. Означает, что если вы живете в материальном мире, вам надо зарабатывать деньги. Making money means you have to have a job. Зарабатывать денег означает, что у вас должна быть работа. Or you have your own business. Или у вас свой бизнес. Either way, you have to work so many hours every day. Но в любом случае, определенное количество часов в день надо работать. Now you have to balance that with your chanting of Hare Krishna. Но это нужно все уравновесить с повторением Харе Кришна. And if you're a housewife, if you have children, you have to look after the children. Если у вас есть дети, вам нужно ухаживать за детьми. Yeah. So there are different things you have to balance your devotional service with. Поэтому необходимо уравновешивать конкретное служение с разными другими вещами. First of all, your job. Прежде всего с работой. And then you may have family responsibilities. Также у вас могут быть обязанности и ответственность перед семьей. Just like I have parents, they live in England. У меня вот родители есть, они живут в Англии. No, they're not devotees. Они не преданные. I mean, my whole family. Вся моя семья. My mother has interest. Моя мама, она интересуется. But the rest of my family have no interest. Но остальная моя семья не интересуется. But after Ukraine, I go and spend 1 week. Но после Украины я поеду к ним и проведу с ними неделю. Just keep them a little bit happy. Чтобы они были как-то счастливы. Now that's family responsibility. Это ответственность перед семьей. So you have job responsibility, family responsibility. Поэтому есть работа, есть семейная ответственность. You may have social responsibilities. У вас могут быть социальная какая-то ответственность. Like Bhaktivinoda Thakur was a deputy magistrate. Например, Бхактивинода Тхакур был окружным судьей. Now that's like being a big politician. Это все равно как быть политиком крупным. It's almost like being the king. Практически тогда это было как быть царем. Sometimes he was invited to other ceremonies and things. Иногда его приглашали на разные церемонии, разные мероприятия. Like Muslim ceremony. Например, мусульманская какая-то церемония. Because he was deputy magistrate, he would come. И поскольку он был окружным судьей, он ходил. And then you may have health responsibilities. Также есть ответственность, обязанность по отношению к здоровью. You know, when you're young, your health doesn't really give you much trouble. Когда вы молоды, здоровье не сильно вас беспокоит. But when you get older, your health is a problem. Но когда вы уже взрослеете, то здоровье является проблемой. And you might have to spend some time on your health. И необходимо уже тратить какое-то время на поддержание здоровья.
And then when you're young, you may be studying university or school. Или когда вы молоды, вы можете учиться в университете или в школе. So then you may have to spend some time studying. Поэтому нужно тратить время на подготовку, учебу. So you have to balance this with your spiritual life. Необходимо все это уравновесить с духовной жизнью. And the spiritual life is based on 3 different items. И духовная жизнь основывается на 3 пунктах. First and most important is to chant Hare Krishna. Первое, самое главное, это повторение Хари Кришны. Second is sadhu sangha. Второе, это садху санга. And third is to read Bhagavad Shravana, read scripture. И третье, это читать Священное Писание, Бхагавата Шравана. These are the 3 most important items. Это 3 самых главных таких аспекта. Then deity worship, Также поклонение божествам, taking prasad, принятие прасада, visiting, going on pilgrimage in India. посещать Индию, совершать паломничество. Then preaching, И также проповедовать, preach to others. проповедовать другим. So you balance this with your material responsibilities. Необходимо все это сбалансировать с нашими материальными обязанностями. And in this way you advance. И таким образом вы будете прогрессировать. And Krishna will give you the И intelligence. Кришна будет давать вам разум. He says in Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите он говорит: Tesham satatayuktanam vachitam pratipavakam dadami buddhiyogam tam. Buddhi means intelligence. Будхи означает разум. I give the intelligence by which they can come to me. Кришна говорит людям, преданным, я даю разум, с помощью которого они могут прийти ко мне. So thank you, Шрила Прабхупада ki jai. Спасибо вам большое. So any questions? Может быть, у вас есть вопросы? Please ask. Пожалуйста, спрашивайте. Уважаемый Махарадж, очень разумные вещи вы все говорили, тут нечего возразить. У меня один вопрос. Если мы общаемся с Богом, Он нас слышит. Неужели недостаточно повторить один раз Харе Кришна, чтобы Он нас услышал и позволил нам преданно служить Ему? По моему мнению, если повторять это очень много, очень долго, по много часов, это занимает, как говорится, все сознание, и ни на что другое вообще не остается ни сил, ни времени. He's thanking you for your lecture. What you said is very right. A balance has to be there. Необходимо, опять-таки, вот это равновесие. Now the balance will change. И это равновесие, оно будет меняться. As you become more advanced, you get more involved in Krishna consciousness. Когда вы будете становиться более духовно продвинутым, то вы больше времени будете уделять сознанию Кришны. I'll give you an example. Madhavendra Puri. Вот пример, есть один святой, Мадхавендра Пури был. Now Madhavendra Puri was the guru of the Param Guru of Lord Chaitanya. Мадхавендра Пури был гуру духовного учителя Господа Чайтаньи. All he did was chant Hare Krishna. Все, что он делал, это единственное, что он делал, это было повторение Хари Кришны. Now he wasn't married. И он не был женат. He didn't have a house. У него не было дома. He lived here, he lived there. Он жил в разных местах. And you may say, well, what about food? А вы тогда скажете, а что насчет пищи? He never asked anyone for food. Он ни у кого никогда не просил пищу. He took a vow. Он принял такой обет. Whoever brings me food, I will accept. Если мне кто-то принесет еду, я ее приму. If no one brings me, I'll fast. А если никто не принесет, я буду поститься. But Krishna arranged every day for him to get prasad. Но Кришна делал так, что каждый день ему приносили прасад. Now this is a very advanced stage. Это очень высокая, продвинутая стадия. But this is our goal. И это наша цель. But we can't imitate. Но мы не можем искусственно ей подражать. We are lower down. Мы находимся на более низких уровнях. First of all, you can't live under trees. Например, мы не можем жить под деревьями. Да? Да? If I paid for your ticket to go to India tomorrow, Например, я могу заплатить за ваш билет, чтобы вы поехали в Индию завтра. India doesn't get cold В like Индии Ukraine. не бывает сильно холодно, как на Украине. You could conceivably live under trees. Более-менее там можно прожить без
помещение под деревом. But could you? Но вы сможете? No. Нет. Why? Почему? We're too attached. Потому что мы привязаны TV, к телевизору, cell phone, к мобильному телефону, fridge, к холодильнику, bed, к кровати, wife, к жене, husband, к мужу, children. к детям. We're too attached. Мы слишком привязаны. So it's a gradual process. Поэтому это постепенный процесс. So gradually you chant Hare Krishna and you attend to your material responsibilities. Сначала мы повторяем Харе Кришна и занимаемся всеми нашими материальными ответственностями. And then gradually your children get older. Постепенно дети взрослеют. And then they become more independent. Они уже становятся более самостоятельными. They themselves get married and have jobs. Они сами уже выходят замуж, женятся, у них появляется работа. You're not so responsible. Поэтому у вас уже нет такой большой ответственности. Gradually your material responsibilities decrease. Постепенно материальная ответственность она уменьшается. Just like in the material world, a man and a woman retire. Например, в материальном мире мужчина и женщина, они ходят на пенсию. What age in Ukraine? На каком возрасте на Украине? 55 and 60 years. Women 55 and men 60 years. 60. Yes. You retire. Вы уходите на пенсию, No more work. то есть уже не And работаете. then you have your whole day. И у вас есть целый день. So the idea is you retire from material life. И идея такова, что на пенсию можно уйти также от материальной жизни. As you get much older. То есть когда вы уже станете гораздо And you взрослее. get more involved in God consciousness. И тогда можно больше уже заниматься сознанием Бога. And you could do that living with your family, like Bhaktivinoda Thakur. И это можно делать даже живя вместе со своей семьей, как это делал Бхактивинода Тхакур. Or like Madhavendra Puri, you could just wander around the holy places by yourself. Или же как Мадхавендра Пури, вы можете путешествовать по разным святым местам сами. It depends, whatever is favorable. Зависит от того, что для вас будет более благоприятным. If married life is favorable for your spiritual life, then there's no need to renounce it. You can continue marriage. Если семейная жизнь она более благоприятна для вашего духовного продвижения, то не надо отрекаться от семьи. Живите также, продолжайте в браке. Living with a husband or living with a wife. Живите с мужем, с женой. But if it's not favorable, then you should abandon it. Но если это не благоприятно, тогда нужно принять отречение. Whatever is favorable for God consciousness, you accept. Мы принимаем все то, что благоприятно для развития сознания Бога. And whatever is not favorable for God consciousness, you reject. И все то, что не благоприятно для развития сознания Бога, мы отвергаем. Da. Da, da, da. And we have different examples. Bhaktivinoda Thakur stayed with his family. Например, у нас есть замечательные примеры. Бхактивинода Тхакур, он жил вместе со своей семьей. But Prabhupada left. Прабхупада, он оставил семью. So it's whatever is favorable. То есть зависит от того, что более благоприятно. Anything else? Еще есть какой-то вопрос? Я хотел бы уточнить. Джай Махарадж, я хотел бы получить конкретный ответ. Если человек произнесет Махамантру и попросит у Кришны разрешения служить ему преданно один раз, а неужели Бог его не услышит с первого раза и не даст ему разрешения преданно ему служить? Почему нужно повторять сотни и тысячи раз одно и то же? He wants to sort of get the answer. If the devotee once say Hare Krishna and pray to the Lord, so that the Lord will allow him to serve. What is the need to chant again and again Hare Krishna? Why one time is not enough? The heart is like a mirror. Сердце как зеркало. Dust. The dust of material life falls on the mirror. И на зеркало опускается пыль материальной жизни. Lust, Вожделение, гнев, greed. жадность.
conceit, обман, pride. гордость. So what do? И что мы делаем? You clean the mirror. Мы чистим, вытираем пыль с зеркала. That's chanting Hare Вот Krishna. это повторение Харе Кришны. The next day, does the dust come again? А на следующий день пыль садится на зеркало? No. Да. Again, you have to clean it. Опять надо это все стереть. There's no good cleaning it once and that's it, finished. Это недостаточно один раз вытереть пыль и все, на этом закончилось. The dust is always settling. Пыль постоянно садится, постоянно оседает. Therefore, there's a need to always clean the furniture and the Поэтому вот mirror. и нужно постоянно протирать зеркало или мебель какую-то. Therefore, there's a need to always clean the heart. Поэтому есть необходимость в том, чтобы постоянно очищать сердце. One answer. Это один ответ. Another answer is we follow in the footsteps of the previous acharyas. Еще один ответ — это то, что мы следуем по стопам предыдущих ачарьев. They recommended constant chanting. Они нам рекомендовали постоянное повторение. And the Sanskrit word is nirantara, На санскрите есть такое слово нирантара. continuous, Это беспрерывное, without cessation. без каких-то остановок. This is nirantara. Это нирантара. It is recommended we chant continuously. И рекомендуется, чтобы мы повторяли так беспрерывно. But even if you chant once, Но даже если вы один раз произнесете, great benefit. то вы получите большое благо. But to chant continuously, even more benefit. Но если вы повторяете все время, то благо еще больше. Third answer. Третий ответ. We chant Krishna's name because we enjoy it. Мы повторяем имя Кришны, потому что нам это нравится. If there's something you enjoy, will you only do it once? Если, вот, допустим, вам что-то нравится, приносит наслаждение, вы будете это только один раз делать? Or will you do it again and Или again? будете делать это снова и снова и снова? If you really enjoy it, Если вам действительно это нравится, will you just do once? вы что, это только один раз делаете? Finish? И все? No, obviously you do it again. Нет, конечно, вы будете делать снова и снова. We enjoy chanting Krishna's name. Мы наслаждаемся повторением имен Кришны. Therefore we like to do it. Поэтому нам нравится это делать. Just like a drunk likes to drink vodka. Например, пьяница любит пить водку. But we're getting intoxicated on the holy name. Но наша интоксикация — это Святое Имя. Мы опьяняемся Святым Именем. So those are three reasons. Вот такие три причины я могу сказать. Any other questions? Есть еще вопросы? Исполняешь свои обязанности, ты действуешь правильно. А если берешь другие обязанности исполнять, то это не очень хорошо. Даже если ты хорошо исполняешь. Как определить, соответственно, свои приоритеты, свои обязанности и действовать, чтобы учиться очень. Действовать по принципу принять благоприятно, а делать неблагоприятно. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что лучше исполнять свои обязанности, пусть даже плохо, несовершенно, чем исполнять обязанности чужие, но в совершенстве. И вот вопрос в том, как мы можем понять, какие же наши обязанности, в чем же наши обязанности в соответствии с нашей природой. Yeah, it's an interesting question. Да, это интересный вопрос. In terms of Kanishta, Madhyama, and Uttama, Допустим, если все это рассмотреть с точки зрения Каништы, Мадхьямы и Уттамы, Bhaktivinoda Thakur writes Бхактивинода Тхакур пишет, that it is essential that a Madhyam understands where he or she is, what position he or she is at. Бхактивинода Тхакур пишет, что для Мадхьяма очень важно понимать, в каком положении он или она находится. Now, why the Madhyam? Почему для Мадхьяма? Because a Kanishta, he thinks he is the most advanced devotee in the universe. Потому что, конечно, он считает, что он самый продвинутый преданный во всей Вселенной. He doesn't recognize anyone else. Он не признает никого другого. And the Uttama Bhagavad thinks he is so fallen, everyone else is more advanced. А Уттама Бхагавата считает, что он очень падший, и все другие продвинутые. So it's only the Madhyam that discriminates. Поэтому различия проводит только Мадхьям. So one should discriminate and be honest and realize
where one is within the varnas and the ashrams. Поэтому необходимо разобраться и понять, в каком месте мы находимся в варнах и ашрамах. 4 varnas. Есть 4 варны. Are you Brahmanically inclined? Либо у вас есть браманические наклонности. That means you like to be clean, you like to rise early. Это означает, что вам нравится быть чистым, вставать рано You're a утром. little bit austere. Вы склонны к аскетизму. You fast. Вы поститесь. Or are you more sattviya? Или вы больше кшатрий. It's more passionate. Уже немного больше страсти. You know, you like some opulence. Вам нравится роскошь. But you use it in Krishna's. Вы используете это в служении Кришне. You know, you like to control situation. Вам нравится контролировать ситуацию. Heroism. Есть героизм. Are you more the Vaishya? Или вы больше вайшья. You know, you want to make money. Вы хотите зарабатывать деньги. Are you more the Sudra? Или вы больше шудра. You just want to work for someone else. Просто хотите на кого-то работать и Those все. are the varnas. Вот такие варны. Then ashram. Are you inclined to marriage? Ашрам. Или есть ли у вас склонность к тому, чтобы выйти замуж или жениться? Do you want the association of a man or woman? Хотите ли вы общаться с противоположным полом? Children. Хотите ли вы иметь Do you детей? want like a little household atmosphere going on? Хотите ли вы, чтобы вокруг вас царила такая семейная атмосфера? Or are you quite happy to be by yourself? Или вы достаточно счастливы, просто когда вы сами? Now you can't cheat either. Тут тоже обманывать нельзя. It's no good being a single man and having many relationships with women. Это нехорошо, когда вы мужчина, допустим, одинокий, но у вас множество отношений с разными женщинами. And vice versa. Или также наоборот. So you got to see where you are in your varna and ashram. Мы должны увидеть, где вы, какая ваша варна, какая ваша. And Krishna will guide you also. Кришна будет подсказывать вам. And then you can also speak with Guru. Также можно это обсудить с гуру. Now Guru is plural. Однако гуру это множественное число. So it means Diksha Guru Это означает дикша гуру or Siksha Guru type personality. или шикша гуру. Just like, you know, the temple president. Например, президент храма. He's been practicing longer than you. Может быть, он практикует больше, чем вы. Maybe initiated. Он инициирован, And you may not be. а вы, может, еще не инициирован. Maybe he's been practicing 2 or 3 years longer than you. Может быть, он практикует сознание Кришны на 2-3 года больше, чем вы. So he is superior. Поэтому он выше. So that's like Siksha Guru personality. И он представляет собой такую личность шикша гуру. So you can take advice from such people. И можно получать советы от таких людей. What's my duty? Какой мой долг? What should I do? Что я должен делать? Should I get married? Жениться мне? Should I work? Или надо мне работать? Should I join the temple? Или мне жить в храме? So you can get it confirmed from superiors. Поэтому нужно получить подтверждение от старших. So you try to figure it out yourself Нужно пытаться понять это самому, in a very honest and objective way, очень честно, объективно. together with confirming it from superiors. И затем спросить подтверждение у тех, кто старше нас. What is your duty? Как вы думаете, вот то, что я делаю, это хорошо? Like I'll speak to Niranjana Я вот обсуждаю, говорю с Ниранджаной с вами, Bhakti Bhava. Бхактивайбхава Махараджа. So what do you think? Я спрашиваю, как вы думаете? So in this way I'm getting my thoughts confirmed. И таким образом я нахожу подтверждение своим мыслям. Уважаемый Махарадж, то, что вы делаете, это очень хорошо. Здесь вопросов нет. В 2010-2012 году на Украине будет ВИЧ-инфицировано 30% населения. То есть мы движемся к глобальной такой катастрофе всеукраинской. А вы бываете, говорится, в многих уголках мира, там ситуация, наверное, не лучше. Но у нас похуже, наверное, чем у остальных. А как вы видите, как человек мудрый, философ, что нас ожидает в этом плане в ближайшем будущем? Идем ли мы к вселенской катастрофе? И что может предложить религия, будь то сознание Кришны, либо какая-либо другая религия, чтобы этого избежать? Я отношусь к тому, что происходит, очень пессимистически. И прихожу
нахожу убеждение, что катастрофа неизбежна. The answer. Ну, я говорил уже ответ. Give up sinful life. Людям надо отказаться от греховной жизни. There's two types of AIDS. Есть два типа СПИДа. One is spread through drugs and being homosexual. Один вид СПИДа распространяется через наркотики, через наркоманию и через гомосексуализм. That's the one more in Europe and Ukraine. Он больше распространен в Европе, может быть, на Украине. And the one in Africa, that's simply due to heterosexual sex. А в Африке в основном СПИД распространяется через нерегулируемый секс. Sex between men and women. Секс между мужчиной и женщиной. And it's very rampant in the African community. И он сильный такой вид распространения СПИДа процветает среди африканцев Due to illicit sex. из-за такого неупорядоченного секса. Now, spiritual life requires that you control your sex desire. Допустим, духовная жизнь требует того, чтобы вы контролировали свое сексуальное побуждение. Sex with your wife to produce child. Она предлагает секс вместе со своей женой для того, чтобы производить детей, Not illicit. а не какой-то неупорядоченный, незаконный секс. It's very rampant amongst the African community because they're so loose when it comes to sex. Африканцы, например, у них нет никаких границ, рамок, разборов, то есть насчет секса, они в этом полностью распущены. Then if the AIDS is due to drugs, well, in Krishna consciousness we don't take drugs. СПИД распространяется через наркоманию, допустим, в сознании Кришны мы не употребляем наркотики вообще. So that would solve that one. И это поможет решить эту проблему. And if the AIDS is because you're homosexual, then in Krishna consciousness we don't support homosexual. И если СПИД распространяется через гомосексуализм, то в сознании Кришны мы также не поддерживаем это. So people were just more God conscious. Если люди просто будут более сознающими Бога, That would mean they were less sinful, тогда это будет означать, что они будут совершать меньше грехов, and they wouldn't get these types of и reactions, они не будут получать эти реакции, like AIDS, такие как СПИД, cancer. рак. There's a direct relationship between the consumption of red meat and cancer. Есть прямая зависимость между тем, как человек потребляет, ест красное мясо и раком. This has been proven time and time again. Это уже много-много раз доказано. But the big meat companies, they're very wealthy. Но компании, которые производят мясо, они очень богатые. And they suppress this И information. они подавляют эту информацию. So you don't hear of that. И мы об этом не слышим.